Всем привет! Сегодня хочу поделиться новым опытом в обучении в университете. Кто не знает, я получаю магистерскую степень образования в University of the People. Это американский онлайн-университет, который предоставляет образование в основном для тех, кто уже работает. То есть их такая политика состоит в том, что каждый достоин образования, и если вы уже работаете, вы все равно можете получить какую-то степень. У них есть и бакалаврские, и магистерские программы. В общем, чтобы максимально сделать доступным образование, потому что это повышает качество жизни, ваши знания, в общем, помогает в жизни образования, они в это верят и распространяют его максимально. Да, там не так много факультетов, которые есть, не очень большой выбор, но они работают над этим, они расширяются, они привлекают педагогов из других университетов, закупают, я так понимаю, программы. В общем, как-то это все у них так происходит. И я знаю, что некоторые из вас уже поступили, с чем я вас поздравляю. Учатся, кое-кто даже на стипендии, чему я очень сильно рада. И кое-кто как бы хочет поступить и просит делиться опытом. У меня есть много предыдущих роликов, их никто не отменяет. Я вот получила новый, уникальный опыт 2 предметов в 1 семестр и хочу с вами поделиться. Но для того, чтобы лучше понять, почему 2 предмета в семестр — это сложновато. Нужно понять вообще, как устроен семестр в этом университете. Так вот, в учебный год происходит 5 семестров. Ну, там есть эти 5 семестров, и в этот семестр вы можете взять от 1 до 3 предметов. Но семестр длится всего 8 недель. 9-я неделя экзаменационная. Если у вас есть экзамены, вы их вот в эту неделю сдаете. И 1 или 2 недели выходных. Ну, таких каникул, можно так сказать. Поэтому, как бы, вы понимаете, 5 семестров, каждый там по 9 недель, это получается очень интенсивно, потому что 1 семестр это приблизительно 14 недель, но они как бы все это сконцентрировали, сжали, и в итоге каждая неделя очень активная, очень много чтения, очень много вещей, которые вы должны написать, то есть самый форум, и эссе, и портфолио, ну как бы еще групповая работа. Очень получается насыщенная программа. Вы должны постоянно быть в теме, вам вообще никогда нельзя расслабляться, никакую неделю, вообще никак, нигде. Иначе вы потеряете баллы, у них такая вот накопительная система, то есть каждый вид деятельности, он вносит вклад в общую оценку, и если там, например, у вас нет экзамена, то вы только за счет вот этих всех видов деятельности накапливаете себе оценку в конце, которую вы в итоге получаете. Так что, повторюсь, это получается очень интенсивно, очень сконцентрировано, и вы такой погруженный в этот момент, потому что как только вы немножечко расслабляетесь, расслабляете свои булочки и решаете, что эта неделя не такая уж сложная, то оно вам сильно отразится, потому что эссе должны быть достаточно глубокими, портфолио тоже достаточно такими продуманными, то есть вас постоянно заставляет рефлексировать, перерабатывать информацию. То есть вам постоянно говорят о том, что вот вы прочитали это, а как это отразится на вашей деятельности, на будущее, на текущее, что вы будете делать в таких-то ситуациях, в таких-то. Подумайте, порефлектируйте, придумайте какой-то новый вид деятельности и так далее. В общем, нужно очень много и так хорошо погружаться в информацию и постоянно вот это все выдавать, какую-то новую информацию, что очень иногда бывает сложно. Так что получается очень интенсивно. И, в принципе, университет говорит нам о том, что можно брать, конечно же, 2 предмета, можно и 1, лучше, конечно, 2. Но при этом они предупреждают о том, что все-таки 1 предмет – это 15-20 часов нагрузки еженедельно. Это много, это практически полная нагрузка. Если брать 2 предмета, получается практически полная. У меня в среднем получается 10-15 часов, то есть 10 часов – это на самой такой расслабонной неделе, где не так много чтения. То есть все еще упирается в количество чтений. Если его не так уж много, то получается 10-12 часов. Самое большое у меня было вот как раз 20, но такое редко бывает. Вот. И как бы университет говорит, что опирайтесь на свои ощущения, на свою загруженность. И я поэтому раньше брала по 1 предмету. Кстати, если вы особо одаренный ученик, у которого достаточно высокий средний балл, вам предлагают 3 предмета брать. Мне кажется, это все-таки немножко перебор.
Так вот, мое финансовое состояние изменилось, и у меня появилась возможность брать 2 предмета, потому что до этого еще и финансовая была такая ситуация, что не особо хотелось так много денег платить каждые 3 месяца. Вот, все поменялось, и я такая, ну, попробую, почему бы и нет? Я же такая молодец, я же вся такая хорошо организованный человек, у меня есть много сил, мне нравится эта учеба, мне нравится, в принципе, моя программа, почему бы и нет? Я бы вот сейчас себе сказала: "Нет, не надо этого делать", потому что, повторюсь, программа интенсивная. То есть, большой-большой кусок информации вам впихивают в 8 недель, и вас постоянно еще, говорю, заставляют рефлексировать, продумывать, выдумывать и так далее. Вот. И когда 2 предмета, у меня выходило где-то около 30 часов в неделю, при том, что другая моя деятельность, вся остальная как бы моя рабочая деятельность, она занимает где-то 40 часов в неделю. То есть там все мои каналы, там другие проекты, которыми я занимаюсь. И я в этот момент себе еще добавила несколько видов деятельности, которым я обучалась и сразу начала запускать это все в жизнь, для того, чтобы дальше развиваться. В общем, я на себя слишком много взяла, и я, в принципе, отвыкла от того, что у меня 2 предмета в семестр. И вот эта путаница, что ты прочитал, что не прочитал. Я очень много следила за тем, чтобы я в нужный чат написала, в нужное место загрузила свои эссе, чтобы я не перепутала. У меня везде стояли значки, где какой предмет. В общем, на это очень много чего уходит, такой стресс у тебя постоянный, что а туда ли ты написал, а то ли ты написал, потому что за счет того, что программа это все-таки образование, у меня уже такие плюс-минус специальные предметы пошли, они очень близко друг к другу, то есть они об одном и том же, но немножко в разных плоскостях как бы рассуждают. И в какой-то момент у меня еще пересеклись темы, и я вообще чуть с ума не сошла, потому что тоже одна и та же тема, но в разных как бы ракурсах. И вот у меня момент, чтобы не запутаться в этом всем и правильно написать, правильно отреагировать, это было немножечко сложно. Плюс, конечно же, с третьей недели начинаются групповые работы. Это вообще отдельная песня. Это еще один вид деятельности очень сложный, но который вы делаете в группе. И я заметила, что вроде бы все взрослые люди, все работающие люди, все там, ну, уже с каким-то таким, с высокой степенью осознанности, я бы так сказала. Эта групповая работа зачастую весит где-то 25% от общей оценки. То есть всей вашей деятельности вы можете 75% набрать, что это равняется тройке. А зачастую ты не можешь прям на 100% все сделать. И как бы эти 25%, они очень важны. И вроде все это знают. И знают, что зачастую групповая работа это что-то очень большое, масштабное, что нельзя сделать за один вечер. Ну никак ты не извернешься, не сделаешь. И, кстати, чем сложнее предмет, тем сложнее групповая работа. Тем больше, тем глубиннее нужно ее сделать. Все это понимают, ну, не все это делают, короче. И я заметила, что вот за все свои предметы, семестры, которые я уже прошла, есть 2 крайности в группах, вот в таких вот маленьких, для групповой работы, что одна группа, они очень много делают, переписываются, у меня еще куча чатов в WhatsApp, в которых там обсуждается просто каждая мелочь, и все вот это вот варится, а по факту выхлопа никакого. Так, пух, и все. То есть никакой фактического ничего не делается. Очень-очень много разговоров, это все очень активно, ну, как бы создается вид бурной деятельности. Второй момент, когда вообще никто до 6-й недели практически, вот когда нужно сдавать, 6-7 неделя, никто вообще ничего не пишет, вообще, типа. Потом вот в 6-ю неделю, в середине 6-й недели, когда там сдавать через несколько дней, народ такой: "О, привет, а мы в одной группе, а что нужно делать?" И такой народ начинает просыпаться. Я из-за того, что человек ответственный, я зачастую в такие моменты сама практически всю сделаю, всю групповую работу, ну, там стараюсь как-то теребить всех этих людей, писать им в личку, писать им в WhatsApp, туда-сюда, в общем, как-то их там хоть немножко шевелить и говорить о том, что как-то ребята, нужно работать. Но я нашла, кстати, магическую фразу, которая очень хорошо действует. Вот где-то за день, за два до сдачи, когда ты уже проделал какой-то огромный кусок работы самостоятельно, я, ну, как бы нахожу, что нужно доделать, делаю этот список, и в конце пишу о том, что кто вообще не будет участвовать, тот не получит финальную версию.
То есть тот не получит задание, и он провалит, по сути. Потому что еще групповая работа заключается в том, что у каждого должна быть одна и та же версия вашей групповой работы, то есть один и тот же файл вам нужно всем вместе загрузить. В общем, я всегда подписываю, что вот тот не получит финальную версию этого групповой работы. И начинается такая деятельность, такая бурная деятельность, то есть никто не возмущается на эту фразу, все такие: о, я сделаю вот это, а я вот это. И начинается, говорю, такая вот, типа, мы все сделаем, мы молодцы. И я проверяла уже несколько раз, очень хорошо работает. Прям вот как бальзам на душу, что все начинают, я говорю, активненько работать. Поэтому и у тебя получается две этих группы. У меня в этот раз вот как раз-таки были две группы одновременно. Одна очень активная, другая вообще пустая. Ни там ничего не делалось. Мне пришлось достаточно много чего делать. Я не рассчитала свои силы. То есть все равно нужно понимать, что предметы — это как минимум 15 часов. То есть если вы берете 2 предмета, это 30 часов в неделю. Вы должны понимать, можете ли вы это выделить, потому что просто так по верхам никак не получится проскакать. Вам все равно нужно погружаться, вам все равно нужно много рефлексировать. Ну вот просто так отписаться, как бы, ну вот на... Ну, все это знают, слово не получится. И я не смогла этого. Ну, то есть, как бы я дотянула эти предметы. Плюс мне еще, кстати, попался дурацкий абсолютно предмет. Вот я такого не встречала пока еще ни разу, где заявленная тема предмета и вообще тема недели, они как-то не согласовались ни с чем больше. То есть не с наполнением чтения, не с заданиями. Они какие-то вообще были с другой стези. Я вообще не поняла, что это такое было. Плюс на портфолио, которое... Портфолио — это когда вы рефлексируете над своей работой, по сути, то есть над своими знаниями, над своей работой. Зачастую это такая история, что вот вы прочитали, и вы должны ответить на вопрос, как это повлияет на вашу работу, что вы для себя вынесли, что вы продумали, что вам было неясно, что ясно, что вы предпримете, как вы это будете развивать. Ну, в общем, это вот рефлексия на своей либо будущей деятельности, либо над деятельностью, которая у вас уже есть. Ее оценивают только преподаватели, потому что эссе оценивают однокурсники, но преподаватель обычно потом немножко корректирует все-таки это дело, он перепроверяет, честно, он точно. Если незаслуженно низкую оценку вам ставят, ее меняют. Вот. А это только, вот портфолио только преподаватель оценивает, и этот преподаватель, вот один из предметов, который я взяла, он все время мне писал одну и ту же фразу и все время очень низкие оценки ставил. То есть фидбэк обычно это что-то такое развернутое, чтобы вы могли вообще понять, что у вас было не так, что так, как продолжать, не продолжать, там мысль тянуть обычно. А здесь просто типа вы неправильно, надо читать рубрику. Я уже в следующие разы читала рубрику, мне казалось, я все идеально делаю. Нет, все, рубрика, читайте все в рубрике, все в рубрике. В общем, бессмысленный фидбэк, потому что когда вот так вот отписывается, ты не понимаешь, что конкретно ты неправильно сделал, что нужно поменять. То есть я настолько уже, мне, конечно, разбаловал этот университет развернутыми фидбэками, что конкретно не так, что нужно поменять, что было хорошо, что было плохо. Они зачастую очень так пишут, чем-то восторгаются, что-то говорят о том, что нет, вот это типа не так. В общем, такое очень конструктивно все это делается, и ты действительно можешь что-то поменять, ты действительно можешь осознать, что было не так. И, в общем, а тут прям и фидбэк был ужасный, и оценки были низкие. В общем, я там за счет других видов деятельности дотянула до Б, по-моему, мне 86 было баллов. Это твердое Б, по второму предмету у меня было А, там все было хорошо, на самом деле. Предмет был интересный, про оценивание в целом. Какие виды оценивания, как правильно выстраивать вот эти все рубрики, градации и все прочее. То есть предметы сами по себе были интересными, но... Хотя нет, второй не такой интересный. Это было образование в глобальном смысле. Вот, я думала, что это будет очень легкий предмет, но нет. Как бы нет. Но я рада, что я его прошла, и все, получила Б, и прекрасно, замечательно. Я не хочу этого касаться. Поэтому, когда вы как бы думаете о том, сколько предметов вам взять, вы должны понимать, сколько часов деятельности у вас в неделю уходит на другую деятельность. Как бы. Ну, если она у вас есть. Если у вас нету, то можно и 3 предмета брать, на самом деле. Ну, если позволяет программа, потому что если вы сможете только учиться, только вот туда вернуть, да,
я думаю, вполне себе возможно. Если же вы такой человек, как я, или как другие одноклассники, в том плане, что у вас есть какая-то основная деятельность, либо там вы фрилансер, либо занимаетесь какими-то еще проектами, вот как я. Ну, то есть у меня нету одной глобальной такой единственной деятельности. Я не хожу на работу там, в офис никуда, но работа есть, ее очень много разной. Вот. Не стоит, мне кажется, брать. Ну, как бы, не то, что 2 предмета. Нужно оценивать свои силы трезво. То есть если вы можете 30 часов в неделю выделить на это дело, то да, возможно. Так что опыт у меня немножко плачевный, потому что я не справилась, честно скажу, с 2 предметами. Хотя, вот я говорю, я была такая вся классная, что я смогу, я все сумею. Я неправильно распределила нагрузку, я неправильно не отложила определенные задачи, которые я себе еще прибавила, то есть там с рисовальными моими ситуациями, деятельностями, короче, я их увеличила в несколько раз, я там училась определенным вещам, то есть слишком много на себя взяла и слишком не смогла отказаться, не смогла отложить, потому что подумала, ну, я справлюсь, я смогу, я молодец. Поэтому больше не хочу так. У меня еще, получается, практически целый год я на самом деле буду учиться. Я как-то не особо расстраиваюсь по этому поводу. Вот. Мне пока некуда спешить. Возможно, если найду программу, мне захочется побыстрее на нее уйти, я буду брать опять по 2 предмета. Хотя у меня там еще остались такие именно конкретно специализации. Последний предмет, вот как раз мне нужно делать будет исследование. Их лучше не совмещать, потому что там, скорее всего, еще больше будет нагрузка, еще будет сложнее. Я думаю, что если бы у меня всего того, что у меня сейчас есть, у меня бы не было, то я справилась, а так нет. Так что я немножечко вот поболтала, порассказывала, что там в университете, какой у меня был опыт. Не самый хороший, но какими-то вещами я поделилась. Так что, если остались вопросы, конечно же, задавайте, пишите в Инстаграме, в Директ. Я всегда стараюсь быть полезной, отвечать на все вопросы относительно университета с большим-большим удовольствием и с гордостью, что я могу поделиться этой информацией. Ну и если мне получается помочь, я всегда очень рада. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.